Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие друзья, все, кто серьезно и внимательно следит за ходом судебного процесса по делу об убийстве Ирины Фарион в Шевченковском районном суде города Львова. Сегодня я, юрист Валерий Табаков, представляю вам детальный, глубокий и максимально честный юридический разбор текущей ситуации вокруг дела Вячеслава Зинченко. С самого первого дня, еще с этапа подготовительного судебного заседания, я, друзья, открыто, неоднократно и публично предупреждал и мать Вячеслава Елену, и самого обвиняемого Вячеслава Зинченко, и так называемую группу поддержки во главе с Татьяной Мусихиной. Я четко говорил, та стратегия защиты, которую сознательно выбрали адвокат Игорь Сулима вместе со своим клиентом, неизбежно приведет к системным и массовым отказам в удовлетворении ходатайств защиты. Я повторял это много раз на своем канале, в прямых эфирах и в аналитических видео. К сожалению, друзья, эти люди меня не услышали. Более того, меня активно дискредитировали, обливали грязью, обвиняли в хейте, в сливе информации и во всех смертных грехах. А теперь, когда суд отклонил сразу несколько ключевых ходатайств адвоката Сулимы, в частности о назначении дополнительной экспертизы вмятины на гильзе, а также еще два важных ходатайства, а Зинченко вынужден был спасать ситуацию личным ходатайством об исследовании своего телеграм-аккаунта, в их лагере началась настоящая истерика, эмоциональный срыв и поиск виновных везде, кроме себя. Давайте, друзья, разберем эту ситуацию максимально детально, по пунктам, сухо, профессионально и исключительно с позиции норм Уголовного процессуального кодекса Украины, без эмоций и без попыток приукрасить жестокую реальность. Во-первых, давайте поговорим о хронологии фатальной стратегической ошибки, которая привела к сегодняшнему результату. Речь идет о постоянном возражении адвоката Сулимы против любых ходатайств, которые пытался подавать второй адвокат Юрий Немировский. Во время исследования доказательств, предоставленных стороной обвинения, Сулима систематически, почти в каждом случае, выступал против и выкрикивал свое коронное «не на часи» каждый раз, когда Немировский пытался выполнить свою работу и подать необходимые процессуальные документы, Сулима буквально блокировал этот процесс. А теперь давайте вспомним норму закона. Согласно статье 314 Уголовного процессуального кодекса Украины, именно на стадии подготовительного судебного заседания сторона защиты обязана заявить все свои доказательства, все ходатайства о назначении судебных экспертиз, о приобщении дополнительных материалов, о вызове свидетелей и так далее. Это, друзья, ключевой момент, когда суд еще только формирует границы будущего рассмотрения. После того,
как суд переходит к рассмотрению дела по существу, а это регулируется статьями 315 и 351 УПК Украины, у суда появляется полное дискреционное право отклонять любые ходатайства, поданные позже, если они не были заявлены своевременно и если защита не может обосновать уважительными причинами такое опоздание. Это не прихоть конкретного судьи, это стандартная, устоявшаяся судебная практика в Украине, которую применяют в сотнях и тысячах уголовных дел. Я уверен, что Сулима, адвокат, это знал, и он умышленно вел дело к такому результату. Я с самого начала предупреждал всех участников: если вы будете постоянно тянуть с подачей ходатайств до середины судебного рассмотрения, суд их просто отклонит, как поданные несвоевременно. К сожалению, друзья, или не к сожалению, уже как кто на это смотрит, мои слова сбылись полностью в результате конфликта, который искусственно раздул именно адвокат Сулима. Второго адвоката Юрия Немировского отстранили от участия в деле. Сегодня мы имеем ситуацию, когда Вячеслав Зинченко фактически вынужден защищать себя сам, а адвокат Сулима в зале суда выглядит как обычная мебель. Он сидит, практически не вмешивается в процесс и лишь иногда позволяет себе выкрикнуть очередное «не на часе» и вызвать овации у группы Мусихиной. Во-вторых, давайте проанализируем именно сегодняшнее, вернее вчерашнее судебное заседание. Суд принял решение отклонить ходатайство адвоката Сулимы относительно назначения дополнительной баллистической экспертизы вмятины на гильзе, а также отклонил еще два других важных ходатайства стороны защиты. Это серьезный процессуальный удар, но при этом суд удовлетворил хотя бы частично ходатайство, которое подал сам обвиняемый Вячеслав Зинченко. Речь идет об исследовании материалов его телеграм-аккаунта. Почему суд пошел на этот шаг? Потому что даже сам Зинченко понял, что выводы экспертизы стороны обвинения содержат очевидную и грубую ошибку. Экспертиза утверждает, будто он, Зинченко, подписался на определенный канал NSWP еще до того, как купил телефон, а дата подписки указана как дата создания самого канала, что физически невозможно и противоречит реальным обстоятельствам. Это, по сути, прямое опровержение одного из ключевых мотивов, который пытается пришить обвинение. Якобы влияние запрещенных организаций NSWP. Но обратите внимание на важный момент. Кто подал это успешное ходатайство? Не адвокат Сулима. Его подал сам обвиняемый, то есть адвокат, которого так активно защищала и поддерживала группа Мусихиной, даже не справился с тем, чтобы
защитить своего клиента от очевидной фальсификации или грубой ошибки в экспертном заключении. Это очень красноречивый факт. В-третьих, давайте честно поговорим об истерике так называемой группы поддержки и о ее настоящей коммерческой природе. Мусихина в своем эфире буквально рыдает, употребляет эмоциональное выражение, говорит: суд полностью ангажирован, это беспредел, им нужен козел отпущения. А теперь, друзья, давайте смотреть на факты без прикрас. Мусихина категорически отказывалась делиться со мной видеозаписями из зала суда. Она открыто призывала своих подписчиков не верить мне и, главное, не донатить на мой канал. Мусихина со своими подельницами продолжает собирать донаты на так называемую группу поддержки, на поездки во Львов. При этом сами же жалуются, что их оценили всего в 200 гривен, как последних шлюх на Кольцевой. А когда ее основной TikTok аккаунт заблокировали из-за нарушения правил платформы, массовый хейт, дилетантские стримы и нарушение норм сообщества, они начали срочно искать второй аккаунт, чтобы лавировать и продолжать зарабатывать. Это уже не выглядит как борьба за справедливость, это выглядит как классический коммерческий проект, построенный на теме чужого горя и человеческой трагедии. Они сами загнали себя в эту ловушку, полностью проигнорировав профессиональные рекомендации опытного юриста. А теперь ищут виновных в судьях, в прокурорах, во мне и в ком угодно, только не в себе и не в своем адвокате. Я с первых дней говорил четко и ясно: без своевременного и правильного заявления всех ходатайств еще на этапе подготовительного заседания вы проиграете это дело именно по процессуальным основаниям. Вы сознательно выбрали путь эмоциональных эфиров, истерик и публичного хейта вместо спокойной, профессиональной и системной работы адвокатов в зале суда. Результат, к сожалению, или же напротив, к чему-то счастью, мы видим сегодня собственными глазами. И, наконец, в-четвертых, реальная правовая картина без эмоций с точки зрения норм Уголовного процессуального кодекса Украины. Статья 22 о принципе состязательности сторон. Статья 42 о праве обвиняемого на эффективную защиту. Статьи 314, 315, которые регулируют порядок подачи ходатайств на разных стадиях. Суд действует абсолютно в рамках действующего законодательства. Отказ в удовлетворении поздних ходатайств – это не нарушение прав защиты, а нормальный механизм защиты разумных сроков судебного рассмотрения, предусмотренный статьей 28 УПК Украины. То, что Вячеслав Зинченко уже почти 2 года находится в следственном изоляторе, безусловно, вызывает сочувствие, но причина этого заключается не в какой-то мифической ангажированности судей, а в том,
что защита не обеспечила своевременного, качественного и грамотного предъявления всех возможных оправдательных доказательств. Если адвокат Сулейма и дальше будет продолжать выполнять роль мебели в зале, а Зинченко вынужден будет сам себя защищать, то, к сожалению или к радости, окончательный приговор может оказаться не в его пользу. И главными виновными в этом будет именно группа Мусихиной. Вся эта компания, которая отказалась от услуг второго профессионального адвоката, проигнорировала все мои предупреждения и превратила тяжелый уголовный процесс в эмоциональное шоу для сбора донатов. Я, юрист Валерий Табаков, как и раньше, остаюсь открытым и готовым предоставлять профессиональный, глубокий юридический анализ любых материалов этого дела, но только тем людям, которые действительно готовы слышать правду, а не тем, кто постоянно ищет виновных везде, вокруг, кроме собственных ошибок. Справедливость, друзья мои, никогда не рождается в тикток-эфирах и эмоциональных стримах. Справедливость рождается исключительно в зале суда, строго по правилам Уголовного процессуального кодекса, а не по правилам группы поддержки и донатных кампаний. Друзья, если вам нравится моя честная, независимая, профессиональная и детальная аналитика, если вы хотите и дальше получать точный, юридически выверенный разбор всех нюансов этого и других резонансных уголовных дел, пожалуйста, поддержите мой YouTube-канал донатом. Ваша финансовая поддержка позволяет мне продолжать эту тяжелую работу, проводить глубокие исследования, готовить качественные видео и оставаться полностью независимым от каких-либо внешних влияний и настроений. Реквизиты для донатов вы найдете в описании под этим видео, а также в закрепленном комментарии. Каждая гривна – это реальный вклад в развитие качественной юридической информации для тысяч людей. Спасибо всем вам, кто смотрит, кто лайкает, комментирует и распространяет мои видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие важные разборы. До встречи в следующем видео. С уважением, юрист Валерий Табаков.